Дорогие друзья, сегодня мы опять в Иерусалиме и прогуляемся по живописному променаду с захватывающими видами на старый город. В народе это место называют Таелет, что означает «место для прогулок». Известные израильские архитекторы ландшафтного дизайна потрудились на славу. Эти величественные ландшафты были задуманы как места тишины и размышления. И размышлять действительно есть о чем. В конце променада, там откуда мы начинаем прогулку, расположена скульптура граната. Гранат привлекает внимание своей яркостью и нарядностью, создавая прекрасное настроение и желание подойти поближе. Ну что ж, подойдем поближе и рассмотрим детально. Гранат выполнен из кусочков керамики, стекла и зеркал. На осколках керамики надписи на иврите. Чьи это имена или фамилия? Задались мы этим вопросом, когда 4 года назад впервые встретили огромный гранат на зеленой лужайке. Но вокруг не оказалось ни одной маломальской таблички с информацией. К сожалению, нет ее и сейчас. Можно лишь увидеть дату – 11 марта 1943 года. Многим ли известно, что эта нарядная скульптура, похожая на украшение, памятник более 7 тысячам евреев Северной Македонии, арестованных 11 марта 1943 года и отправленных в концентрационный лагерь в Болгарию, а затем в Польшу, в лагерь смерти Треблинка, где все до единого погибли. Гранат, созданный Игорем Сарни и творческой группой ландшафтных скульптур Арди, дань памяти семьям евреев, живших в Македонии до Холокоста. На осколках керамики мы можем прочесть все их фамилии. Остались живых лишь единицы. Те, кто бежал до ареста. Католический епископ спрятал в церкви 3 детей, и они выросли в католическом интернате в Хорватии. Несколько детей спаслись в семьях македонцев. Гранат – одно из 7 священных растений Израиля, символ Нового года, единства, плодородия и жизни. Впереди еще одна скульптурная композиция, возле которой стоит задержаться. Согласно постановлению Кнессета, 30 ноября каждого года является днем памяти изгнания еврейских общин из арабских стран и Ирана. В этот день мы вспоминаем о судьбе более чем 850 тысяч евреев, вынужденных бежать из своих домов, оставить имущество, покинуть страны, где их предки жили тысячелетиями. Это мемориал их памяти. Материалом для композиции послужила эта фотография, сделанная по всей вероятности британским солдатом и напечатанная во многих газетах и журналах, книгах и выставках. На фото семья Забиб, совершившая пешком путь из Йемена в Израиль в 1948-49 годах. Мы нашли свидетельство одного из многочисленных потомков этой семьи, где он перечислил имена всех взрослых и детей, кого мы видим на этой фотографии. А дальше мы идем наслаждаться природой и любоваться великолепными пейзажами со смотровых площадок.
Вся прогулочная территория представляет собой серию из 3 сегментов, возвышающихся над старым городом Иерусалима и расположенных на склонах. Над проектом работали выдающиеся ландшафтные архитекторы, американский еврей Лоуренс Халприн и израильтянин Шломо Аронсон. В 1987 году был открыт первый променад Вальтера и Элис Хаас. Через 2 года открыли Шеровер променад, где мы сейчас находимся. Это не просто место с красивым видом. Это живая связь между древним и современным Иерусалимом. Оливковая роща напоминает об этой древнейшей сельскохозяйственной культуре, о том, что олива – символ мира и одно из 7 священных растений Израиля, воспетое в Писании. Сейчас по всему Иерусалиму обновляются цветочные клумбы. Петунии уступили место львиному зеву. С похолоданием придет черед и цикламенов. В променаде, названном в честь Габриэля Шеровер, известного архитектора и мецената, внесшего огромный вклад в развитие города, 3 обзорные площадки с пергулами для защиты от солнца. С обзорных площадок всего парка перед нами как на ладони раскрываются панорамы на Храмовую гору, на гору Масличную, на Старый и Новый Иерусалим. При желании можно увидеть и Иудейскую пустыню. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. По еврейскому преданию, именно с этой возвышенности праотец Авраам увидел гору Мория, место жертвоприношения Авраама, и получил от Всевышнего видение, где его потомки построят храм Богу Живому и святой город. Группа арабских школьников-израильтян на экскурсии. Шеровер променад примыкает к западному концу променада Хаас этой лестницей. Каменная дорожка ведет дальше, извиваясь на север, открывая виды на старый город и Храмовую гору, и достигает стен монастыря Святой Клары. Но мы пошли в другую сторону, по променаду семьи Хаас. Самуэль Хаас, американский филантроп, был основным спонсором строительства. Здесь, в продуманной простоте, сочетаются духовность, история, культура и природа Святой Земли. Хаас-променад построен из камня, добытого на местных холмах. Уютные дорожки, лавочки в тени библейских деревьев, тишина, редкие прохожие и потрясающая панорама Иерусалима, распростертого прямо у ваших ног. Обратите внимание на каменные террасы. Они напоминают стенки древних сельскохозяйственных террас, которыми с незапамятных времен и до сих пор покрыты холмы Иудеи. Внутри парка прячется древний водовод, вернее то, что от него осталось. По нему тысячелетиями назад доставлялась вода из Хеврона в Иерусалим. Дорожки плавно направляют наш взгляд к старому городу.
И, возможно, согласно преданию, кто-то сможет услышать звуки затерянного храма, эхом отдающегося во времени и связывающего с моментами прошлого. Променад Хаас – поистине особенное место, предлагающее захватывающие впечатления как любителям истории, так и тем, кто просто хочет прогуляться и отдохнуть, погрузившись в атмосферу умиротворения и красоты. Вы наверняка согласитесь с нами, что отсюда, с высоты примерно 800 метров, открывается один из лучших видов на Иерусалим. Фисташковые деревья, деревья харув, более известные вам как рожковые деревья или деревья Иоанна Предтечи, оливы, смоквы, мирт – это растения, названия которых мы встречаем на страницах Библии, и они сопровождают нас в этой прогулке. Здесь можно говорить и о геополитике, ведь мы находимся в месте, где разделялся Иерусалим до 1967 года. Здесь проходила граница между Западным и Восточным Иерусалимом. Но говорить о политике совсем не хочется. А хочется просить мира Иерусалиму, просить мира Израилю, просить мира для тех, кто находится сейчас в состоянии войны.